Весь мир является симуляцией. По крайней мере, этому находится все больше и больше подтверждений. Прохожие в одинаковой одежде, очередь, которая внезапно появляется, как только вы подходите к кассе, животные, появляющиеся из ниоткуда. Что если мир вокруг нас искусственный и на самом деле реальность лишь выдумка кого-то выше? Сегодня мы с вами рассмотрим самые мистические сбои матрицы, которые попали прямо на камеры. Сбой в матрице – это явление, когда в реальном мире происходит нечто, что противоречит законам логики и физики. Парадокс в реальном времени. Главная теория, которая объясняет, что же за рамками нашей реальности, основана на фильме «Матрица». В этом фильме главный герой Нео узнает, что весь мир, в котором он существовал, оказался ложью. Все вокруг было спрограммировано сверхкомпьютером. Миллионы человек в фильме были погружены в капсулы с младенчества, а нейросеть транслировала симуляцию мира с их рождения прямо в мозг. Что если это правда? И наш мир является хитрым планом суперкомпьютера? Эффект Манделы. Человечек на коробке «Монополии» никогда не был в очках. Борис Ельцин никогда не говорил «я устал, я ухожу». Дарт Вейдер никогда не говорил «Люк, я твой отец». У Пикачу никогда не было черного хвоста. Эмодзи грабителя никогда не было в смайликах на айфонах. Совпадение у группы людей нескольких воспоминаний, противоречащих реальным фактам. Название произошло от случая, когда многие люди ошибочно считали, что Нельсон Мандела умер в тюрьме в 1980-м, хотя он на самом деле освободился и стал президентом ЮАР в 1994-м. То, что никогда не было, но существует в головах многих. Странно звучит. Что если все это действительно когда-то существовало? Но из-за сбоев в матрице какие-то данные просто обновились или исчезли. А что говорить о тех кадрах, которые попали прямо на камеры? Парень из толпы открывает дверь в другой мир видео парня, который просто перебегал дорогу по столбикам. Неудачно наступив на один из них, парень повалился вниз, прямо на один из столбов. В привычной и логичной жизни от падения юноши можно было ожидать болезненное приземление, парочка переломов и переход видео в категорию не для слабонервных. Однако тело парня проходит сквозь столбик. Создается ощущение, что его тело является моделью из игры, а столбик лишь непрогруженная текстура. Невозможно объяснить, как живой человек прошел сквозь физический объект. Удивительным является и то, что парень не пострадал. Максимум, что с ним случилось, это небольшие синяки от падения. Ну и прохождение сквозь столб, конечно же. Девушка за Скарлетт Йоханссон. В мире роскоши, гламура и звездных скоплений, где каждое движение фиксируется сотнями камер и взглядами тысяч поклонников, порой случаются события, бросающие вызов нашему пониманию реальности. На автор-пати «Золотого глобуса» был зафиксирован сбой матрицы. Речь идет о, казалось бы, обычном моменте на послепраздничной вечеринке церемонии вручения премии «Золотой глобус». В центре внимания блистательная Скарлетт Йоханссон в красном платье, дающая интервью. Однако, если внимательно присмотреться к кадрам, сделанным в тот вечер, можно заметить нечто аномальное, не поддающееся логическому объяснению. За спиной актрисы на самой границе кадра появляется женщина. Она одета в темную одежду, и на ее шее отчетливо видно белое ожерелье. На лице женщины читается замешательство, даже испуг. Она словно оглядывается по сторонам, пытаясь понять, что происходит вокруг. И тут происходит нечто невероятное. Женщина заходит за Скарлетт Йоханссон и исчезает. Полностью. Просто перестает существовать в кадре. Нет, она не отходит в сторону, за колонну или за других людей. Она просто растворяется в воздухе, как будто ее никогда и не было. Более того, если внимательно изучить видеозапись, можно заметить, что вместе с женщиной исчезает и ее тень. А после исчезновения никто не выходит из-за спины Скарлетт. Кажется, что невозможный трюк был выполнен без малейшей подготовки, прямо на глазах публики. Девочка и собаки. Посмотрите на это видео несколько раз. На кадрах мы видим маленького ребенка, который веселится со своими четвероногими друзьями. Только присмотритесь внимательно. Откуда взялся красно-синий мяч в конце видео? Вы не сможете это объяснить, потому что из пустоты справа выкатывается игрушка, которой до этого не было. И, может, не должно было быть. Получается, предметы и люди могут как и исчезать, так и внезапно появляться в абсолютно любом месте. При этом они сохраняют свой внешний вид и выглядят так, будто до этого не были в другом месте. Птицы, застывшие в небе. Одним из таких загадочных явлений, порождающих волны обсуждений в сообществах, увлеченных теорией матрицы, является наблюдение за птицами, застывшими в полете. Представьте себе типичный сценарий. Прогулка по парку, ясный день, ласковое солнце и привычное щебетание птиц, снующих в небе.
И вдруг среди этой идиллической картины вы замечаете нечто аномальное. Птицу. Она не парит, не планирует, а просто висит в воздухе, абсолютно неподвижно. Как будто кто-то неведомый нажал кнопку «пауза» в самой ткани реальности. Часто таких птиц замечают среди ясного неба и в хорошую погоду. Рядом с ними нет ни столбов, ни проводов. Ничто не мешает им продолжать лететь дальше. Если верить в теорию матрицы, то такие птицы явно являются сбоем в коде. Пишите, что думаете об этом. Дерево в автомобиле. Помимо загадочных исчезновений и появлений, в копилку сбоев в коде реальности добавляются и другие странные случаи, бросающие вызов логике и здравому смыслу. Следующий феномен буквально потряс прохожих и взбудоражил интернет. Речь идет о случае с автомобилем, Который был насквозь пробит стволом дерева. История на первый взгляд абсурдная и невозможная. Несмотря на это, она облетела новостные ленты. Автомобиль, припаркованный ночью рядом с деревьями, на следующее утро предстал в совершенно ином виде. Его салон оказался насквозь прошит стволом одного из этих деревьев. При этом дерево не было выкорчевано из земли. Его ветви остались целыми, не было никаких признаков того, что его насильно вставили в машину. Как будто ствол просто прошел сквозь металл и стекло, не оставив видимых повреждений ни себе, ни окружающему ландшафту. Сторонники теории матрицы, разумеется, не могли обойти стороной столь необычный случай. Они предположили, что произошел сбой в системе, управляющей реальностью. Кто-то, словно случайный пользователь в программе-генераторе, случайно переместил машину в пространстве, совместив ее с деревом. Объяснить это с точки зрения привычных законов физики невозможно. Бегущий по воде. вы смотрите на водную гладь, зеркальную и умиротворяющую, абсолютно спокойную. Ничто не предвещает бури, ничто не нарушает идиллию. И вдруг на экране появляется она, самка лося. Она не плывет, а бежит по поверхности воды, словно по земле. Двое парней, ставшие свидетелями этого невероятного зрелища, запечатлели на камеру этот паранормальный феномен. На кадрах отчетливо видно, как животное, словно обладающее сверхъестественными способностями, несется по водной глади. Оно не тонет, не проваливается, а уверенно движется вперед, как будто под его ногами твердая почва. Естественно, первое, что приходит в голову, это предположение о мелководье. Возможно, лось просто бежал там, где мало воды. Но эта версия разбивается о суровую реальность. На видео отчетливо видна лодка, спокойно дрейфующая неподалеку. Если бы там действительно было мелко, то лодка просто села бы на мель. В конце концов, устав от бега или осознав тщетность своих усилий, лось, словно обессилев, просто ныряет в воду и исчезает. Растворяется в глубине, оставляя наблюдателей в состоянии полного изумления и недоумения. Корабль-призрак. Туристу удалось сделать снимок корабля-призрака. На фото можно отчетливо увидеть, как корабль левитирует над поверхностью воды. Парень тут же отправил снимок в BBC. Но издание огорчило парня. Оказалось, что корабль не летал в воздухе. Он являлся всего лишь миражом. Этот мираж называется погодной инверсией. Он появляется тогда, когда над слоем холодного воздуха, лежащего над поверхностью воды, формируется теплый слой. Из-за сильной разницы плотности этих слоев холодный воздух преломляет солнечные лучи и отправляет объекты в воздух. Такое же явление вы можете отметить, когда в сильную жару видите на дороге лужу вдалеке. Не все, что мы видим и считаем загадочным, является сбоем в матрице. Что-то и правда можно объяснить, но некоторые вещи остаются паранормальными и загадочными до сих пор. Фальшивое облако. Вероятно, вы уже видели эти кадры. Многих они повергли в шок. Девушка в абсолютно безоблачную погоду вышла на улицу. Ее внимание привлекла огромная тень на горах возле ее дома. Только взгляните на это черное пятно на поверхности всей территории гор, будто что-то невидимое нависает над городком. Вокруг нет ни одного облака. Люди, которые были также удивлены случившимся, стали давать догадки по этому поводу. Одной из самых популярных версий стала сожженная трава на всей верхушке горы. Другой же версией было НЛО. Комментаторы говорили о том, что над горой могло и правда что-то быть. Только не облако, а огромный корабль, который принял окраску ясного неба. В этом случае как раз и можно объяснить, почему именно в такую ясную погоду корабль решил появиться. Ведь в чистом небе проще маскироваться, чем в облака. Девушка доказала комментаторам, что это точно была не трава. На следующий день она сняла себя на фоне той же горы, где уже не было абсолютно ничего. Гора снова вернулась в привычную форму. Кто этот умник за экраном матрицы, который забыл настроить тени в безоблачный день? Или почему корабль решил припарковаться именно над горой? Тень на доме. Если в будущем камеры исчезнут или перестанут снимать в самый важный момент, я не удивлюсь. То, сколько сбоев в матрице уже было заснято, просто не укладывается в голове. Тем, кто ее создал, нужно скорее убирать возможность снимать их ошибки. Вот еще один из таких случаев. От него мурашки по коже. Прямо из окна своего дома удалось заснять тень на доме. Просто тень, без человека.
Мужчина заснял, как на доме через дорогу зависла черная тень человека. Эта тень не просто не шевелилась, она, казалось, была частью самого дома, словно забыла, что должна следовать за объектом. Возможно, кто-то исчез и появился в другой стране, а его тень осталась стоять возле дома. Летающие машины. Это видео потрясло всех неоднократно, люди видели, как машины просто так поднимались в воздух. И это видео тому подтверждение. Обычным солнечным днем две машины поднялись в воздух. Вокруг не было никаких препятствий или большого магнита, который мог бы поднять машины вверх. Прямо на глазах одна за другой машины взлетают, а затем обратно приземляются. Если бы это была обычная неисправность техники, то непонятно, как машины приземлились без повреждений обратно. Этот момент может являться сбоем в матрице или желанием кого-то выше приостановить машины, чтобы не допустить чего-то более странного или опасного. Поле овец. В Англии парню удалось заснять стадо овец. Животные несколько часов неподвижно стояли на поле. Ни одна из овечек не дернулась во время съемки. Казалось, что все овцы будто загипнотизированы. Удивленный мужчина решил прогуляться и отойти от шока. Вернувшись и посмотрев снова на поле, где стояли овцы, он застал нечто. Ни одной овцы не было. Все они исчезли с поля так же удивительно, как и появились. Что это было, остается загадкой. А люди под видео во всех социальных сетях остаются в смешанных чувствах. Копировать, вставить. Самым частым сбоем в матрице можно считать встречу одни и тех же вещей, людей или животных в один момент. Внимательно посмотрите на кадры с видеорегистратора. Автор видео утверждает, что время и дата одинаковые. Регистратор пишет по 3 минуты, поэтому можно заметить склейку. На кадрах видно, как сначала проезжает серебристая машина с оторванным бампером. Через одну черную машину, которая попадает в объектив, мы видим опять серую. Можно сказать, что это простая случайность, но повреждения автомобиля удивительно схожи друг с другом, и из-за них реальность кажется фальшивкой. Этот эффект напоминает ошибку подбора случайных предметов вокруг нас. Матрица должна создавать иллюзию, что мы находимся в подлинном мире. Но такие простые ошибки сразу навевают сомнения. Случалось ли у вас такое, что в одно мгновение вы видели идентичные машины или похожих людей в одной и той же одежде? Парень и бассейн. В центре внимания обычный парень, бассейн и надувной матрас. Казалось бы, ничто не предвещает ничего необычного. Юноша разбегается, прыгает на матрас и проваливается сквозь него, как будто его и вовсе не существует. Он проходит насквозь и оказывается на дне бассейна. Самое удивительное, что матрас, судя по кадрам, абсолютно цел и невредим. Никаких проколов, никаких сдувшихся участков. Если бы на нем были какие-либо повреждения, то надувная игрушка давно бы наполнилась водой и пошла ко дну. Но матрас остается на поверхности, как ни в чем не бывало, словно никакого вторжения в его структуру и не было. Как такое возможно? Как человек может пройти сквозь твердый предмет, не оставив на нем никаких следов? Именно этот вопрос является ключевым для сторонников теории матрицы. Они утверждают, что мы имеем дело с явным сбоем в коде реальности, с ошибкой в программе, управляющей нашим миром. Это порождает еще более смелую теорию, что если парень не просто случайно попал в зону глюка, а сознательно вычислил этот баг в системе и научился им управлять. Перезагрузка кота. Видео рыжего кота облетело весь интернет. Оно заставило всех, кто увидел кадры из него, задаваться вопросом, как это возможно. На видео в хорошем качестве видно, как на дороге стоит рыжий кот. Животное не двигается и смотрит куда-то вперед. Перед ним не было ничего, чтобы могло привлечь внимание настолько сильно. Даже если бы было, то вспомним кошек, которым что-то интересно. Увлеченные котики двигают своими ушами-локаторами, поддерживают зрительный контакт с объектом и иногда издают урчащие звуки. На этом видео все абсолютно не так. Кот замер в неестественной позе. Такое положение тела спустя секунды бы заставило изменить позу. Толпа прохожих окружила животного. На видео слышно, как один из мужчин из толпы попытался громким звуком напугать кота, но безрезультатно. Еще более удивительным стало появление черного кота. Второе животное подошло к рыжему коту и замерло так же. Почему животные замерли таким чудным образом, остается загадкой. Единственным объяснением может быть, что в точке, куда они попали, появляется массовый сбой системы. Или они встали на перезагрузку. Невидимый столб. Если продолжать говорить о точках на нашей Земле, в которых происходит нечто удивительное, то взгляните на это видео. На кадрах видно, как красная машина едет по абсолютно пустой дороге, как вдруг врезается в невидимое препятствие. Вдалеке от красной машины можно увидеть и другие автомобили, но они находятся не в движении, они стоят возле пешеходного перехода. Такое столкновение нельзя объяснить законами физики. Это происшествие вообще сложно объяснить человеческими фактами. Многие говорят о двух причинах невидимой аварии. Первый заключается в том, что машина столкнулась с машиной-призраком. Второй о том, что это одна из ярких демонстраций сбоя в матрице. Появление из ниоткуда. С исчезновением людей друг за другом или появлением их из спин других мы уже разобрались.
Но что если появится прямо из ниоткуда? Телепортироваться на пустое место среди ночи. Это и произошло с четвероногим участником телепортации. На камерах ночного видения было зафиксировано появление кота на асфальте. На кадре мы видим, как в метре от машины загораются два фонарика и бегут от автомобиля. Можно распознать, что эти фонарики — это глаза, а существо — это обычный кот. Только вот откуда он взялся среди ночи? Что если он исчез на одном конце и появился на другом? Вселенная огромна. Нельзя утверждать, что только человек является разумным существом во всей галактике. Что если все люди заперты в невидимой тюрьме, которая была создана кем-то наиболее умным и могущественным? Никто не знает верного ответа на вопрос, можно ли выйти из матрицы. Каждое видео, которое вы посмотрели сегодня, было не просто демонстрацией странных событий и парадоксов. Они служили зеркалом, отражающим нашу действительность, полную загадок и необъяснимых вещей.